Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы Виктории. Сегодня я вместо нее, потому что она попросила меня рассказать про визаран из Египта. Ну, я живу здесь, в Хургаде, уже второй год. И раз в год есть такое правило, когда ты больше уже не можешь официально продлить визу, нужно сделать вот этот самый визаран. То есть выехать из страны и потом заехать. И вот недавно здесь у нас появилась новая возможность для визарана, потому что раньше все вылетали в Стамбул. В Стамбул летало 2 рейса в день, это было удобно, но сейчас появился другой вариант. И этот вариант очень привлекателен тем, что билеты очень дешевые. Сейчас я расскажу вам, что это за выезд из Хургады. Здесь недалеко от Хургады есть маленький городок Сахак в дельте Нила, в 350 километрах. И в нем есть международный аэропорт. И из него стала летать европейская компания Low Coaster, которая называется Wizz Air. И представляете, билеты из Сахага в Абу-Даби стоят всего 6 тысяч рублей. Это сколько в долларах? Это в долларах. Так, сейчас я скажу вам, сколько это будет стоить в долларах. Это будет у нас по последнему курсу 6087 рублей стоил нам билет. Это 62 доллара. То есть очень хорошая цена, очень экономно, быстро, всего 3 часа в пути. Единственная проблема, как добраться из Хургады до Сахага и потом назад. Ну, у нас есть своя машина, мы ездили на своей машине, это вообще было прекрасно, удобно, 4 часа и ты там, машину можно оставить в аэропорту, стоимость 120 фунтов за сутки для оставления машины, но туда ходит еще и автобус, который называется Суперджет, и стоимость билета всего 150 фунтов, поэтому достаточно все бюджетно, удобно, и он выезжает рано утром, где-то в 12 часов дня вы вылетаете, и в 4 часа вы уже в Абу-Даби. Теперь про то, как это все происходит. В аэропорту, в международном Сахага все организовано очень хорошо, очереди идут очень быстро. Очень интересно, хочу я вам сказать, что на проверке безопасности не забирают воду и не забирают еду. Поэтому можно взять с собой какие-то бутерброды, водичку и все это съесть во время рейса, потому что это лоукостер, и там и кофе, и еда, и вода, все платное, и это очень удобно. Потом вы прилетаете в Абу-Даби, считайте, в 4 часа дня, еще у вас целый вечер впереди, вы можете погулять по городу, а обратный рейс вылетает в 5 утра. Вот здесь, конечно, немножко уже все чуть более напряженно, то есть вам придется не спать одну ночь. Ну, я думаю, для того, чтобы добиться своего, выехать и поставить себе новую визу, это небольшая плата, это нормально. Аэропорт, вернее терминал, в который принимают рейсы из Сахага, он не очень новый, старенький аэропорт, не то чтобы там какой-то супер красивый, как мы привыкли в Эмиратах, что все красивое, все яркое с магазинами и так далее, но в нем все есть. Есть дьюти-фри, есть несколько кафешек и даже есть очень удобные стулья, диваны такие с подставкой под ноги, поэтому вы можете в полулежа вполне себе провести вот этот остаток начала ночи до утреннего рейса назад в Хургаду. Рейс улетает еще раз в 5:20 утра. Что еще рассказать вам? Да. Ну вот расскажи, как именно ты летала. Как летали мы? Ты скажи, я вам рассказала такой самый оптимальный, да? И бюджетный, вот так. Вариант, скажи, ну можно еще так, вот как Да, ты? да. Еще хочу вам рассказать, как именно мы летали на этот визаран. Вот то, что я вам рассказала до этого, это такой самый бюджетный, короткий вариант, немножко утомительный, но в то же время удобный и дешево стоящий. А мы решили этой возможностью воспользоваться по полной программе. То есть мы взяли 3 ночи в Абу-Даби, в отеле. Отель бронировали через Booking. Единственный мой вам совет – бронировать отели как можно раньше. Знаете, не меньше, чем за месяц. Мы начали это делать за 2-3 недели, и уже остались достаточно дорогие отели. А если это делать намного заранее, то можно найти и хостел, и гостевой домик, и недорогой отель. В целом, конечно, отели в Абу-Даби дороже, чем, например, там, в Каире или где-то еще, но все равно это более-менее приемлемо, можно найти стоимость такая за ночь будет где-то 50-60 долларов. В Абу-Даби, конечно, много что есть посмотреть, и поэтому, если у вас есть хоть какая-то малейшая материальная и временная возможность, то вот совместить визаран с прогулками по Абу-Даби – это вообще прямо вот супер. Шикарный президентский дворец.
шикарная мечеть шейха Заида, в которой вечером можно увидеть бесплатную подсветку и бесплатное световое шоу. Набережная, которая полная кафешек, ресторанов, всевозможных кухонь, марок и, в общем, сладкое, несладкое, гриль, итальянские рестораны. То есть по набережной можно гулять бесконечно и пробовать разные вкусные вещи в кафешках и ресторанах. В Абу-Даби прекрасный морской порт, и в морском порту также находится шикарный рыбный рынок. Я таких рыбных рынков нигде не видела. Он идеально чистый, красивый, там такое разнообразие, гораздо большее, чем у нас на нашем, в общем, в принципе, неплохом и богатом рыбном рынке Хургады. Устроено там все очень просто. С одной стороны, можно зайти, и вы увидите ряд ресторанчиков и кафешек, где по вполне себе приемлемым ценам вам любые морепродукты приготовят. А с другой стороны, находятся такие маленькие как бы ларечки, где готовят то, что вы можете сами подойти купить на прилавках, сами выбрать буквально там, я не знаю, там 2 крабика, там 1 кальмар, там какую-то горстку креветок, любых. И подойти вот в эти будочки, и там в этих будочках вам приготовят и завернут это все. И можно это съесть либо сейчас, прямо тут же на столиках, либо взять это с собой и поесть где-нибудь в парке или на какой-нибудь лужайке. Что еще из развлечений? Очень в центре, прямо рядом с набережной, с президентским дворцом и с известными вот этими небоскребами, башнями Этихад, которые на всех открытках вы можете увидеть, есть музей, который называется «Деревня наследия». И вот там, в этом музее, можно увидеть, как развивались Эмираты, как вот одна из самых молодых стран, которая всего там 30-40 лет. И там собраны все вот эти вот шатры, деревеньки, построенные из необожженного кирпича, где жили вот арабские племена, которые впоследствии под предводительством шейха Заида объединились вот в эту страну, и которая сейчас достигла таких небывалых высот и технологического развития, и архитектурного, и вообще всякого. Вот, поэтому много развлечений, много мест для посещения, за которые нужно платить, много мест, где можно бесплатно гулять и наслаждаться погодой, природой и кафешками всякими. Поэтому, мне кажется, это хорошая идея совместить Визаран вот с посещением такой развитой, интересной страны. И, в общем, впечатлений будет очень много. Мы получили массу впечатлений. Прям это был лучший Визаран в нашей жизни. Да, вот Виктория меня спросила, в какую общую сумму можно уложиться, если сделать Визаран из Сахага. И я вот здесь посчитала, что с учетом стоимости билета совсем небольшой, 6 тысяч рублей, плюс бюджетный автобус Суперджет, 150 фунтов билет в одну сторону, это туда и обратно будет 300 фунтов. И плюс 30-40 долларов на то, чтобы провести время в аэропорту Абу-Даби, поесть, может быть, хотя бы 1 или 2 раза, выпить кофе. Это получается где-то 110-120 долларов. Вот. Плюс не забывайте, что вам понадобится на обратном пути еще 25 долларов для того, чтобы купить обратную въездную туристическую визу в Египет. Ну а если вы захотите остаться, то здесь уже можно увеличивать стоимость до бесконечности. И главные расходы, это, конечно, будут расходы на отель в Абу-Даби. Поскольку отели там дорогие, то надо прибавлять в день там, по 70-80, а то и по 100 долларов. Так что вот тут считайте сами.